Данелия Тулешева «Runaway. Реакция». Ребята, всем привет! С вами преподаватель вокала Орлеана. Сегодня мы с вами продолжаем смотреть классных вокалистов. Посмотрим сегодня одну замечательную вокалистку, которую я уже достаточно много смотрела на своем канале. Ну, не так много, возможно, как других, но тем не менее я уже, в принципе, понимаю многое о вокале данной исполнительницы. Данелия Тулешева. Девушка, очень юная девчонка из Казахстана, победительница «Голоса Украины», участница American Got Talent. В общем-то, уже такие вершины просто покорены, можно сказать, этой юной вокалисткой. Сегодня мы с вами посмотрим видео, где Данелия исполняет песню Runaway. Скорее всего, это студийная обработка, но давайте в целом посмотрим, как Данелия исполняет данную композицию, и отметим приемы, которыми она пользуется. Я знаю, что очень многие подписчики и зрители на моем канале ждут реакции именно на исполнение на песни Данелии. Так вот, сегодня, ребята, видео для вас. Я вас обязательно помню, вы не переживайте. Мы будем также смотреть и Данелию. Единственное, что почему-то на моем канале больше смотрят других вокалистов. Ну, вот так вот получилось. Но я про вас помню, ребята. Пожалуйста, давайте также общаться в комментариях. А если ты еще не подписан на мой канал, и тебе хочется продолжать смотреть реакции от меня на крутых вокалистов, общаться и получать ценную информацию по вокальной технике, то обязательно подписывайся на этот канал, ставь колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о выходе новых видео. Ну и приходи на премьеры в понедельник и четверг в 8 вечера по московскому времени. Буду тебя ждать в чате. А теперь смотрим видео. Сразу хочу сказать про то, что мне очень нравится фон. Вот этот фиолетовый, сиреневый. Мне сейчас, знаете, даже антуражем немножечко напоминает вот эту всем известное видео Билли Айлиш, которая пульнула в Ютубе и сразу набрала огромное количество просмотров. Ocean Eyes, если помните, да, где она в такой дымчатом фиолетовом цвете поет эту потрясающую песню, чем-то даже напоминает. Очень красивое начало. И Ocean. Так тоже смотрите про Ocean, да? И вибрато очень похоже на то вибрато, которое есть у Билли Айлиш. Какой красивый голос. Какой потрясающий голос. Какие взрослые тона. Какой он кристальный. Знаете, он высвечивает, как бриллиант. Как ручей течет. Родничок. И мелизмы все очень четкие, сглаженные, мягкие, все, ну, как такая непрерывно текущая бурлящая река. Seven. Кстати, меня недавно спрашивали, как это вот вы так делаете, когда с закрытым ртом такой вот вибрато. Я говорю, ну это показатель хорошей вокальной техники, я не знаю, как можно делать по-другому. И вот как раз-таки все окончания, видите, у Данелии уходят на вот этот закрытый рот и вибрато с закрытым ртом. И окончание сейчас было на «и», тоже с вибрато. По классике, так скажем, жанра, да, все окончания снимаются на диминуэндо, на пиано и добавляется легкая вибрато. Но опять же, кто-то добавляет, кто-то нет. Вот в данном стиле это круто очень звучит.
Очень классная песня, кавер. Ну вот, прям слушаю и наслаждаюсь. Даже не знаю, ребят, когда такой идеальный вокал, когда не за что зацепиться, то хочется просто слушать. Но мне же надо что-то вам комментировать. Вау. Немножко стонущий звук такой, немного плачущий звук, да? Вы слышите, что он такой? Как будто бы это, ну, такой вот, все время как бы нисходящий какой-то тон вниз, нисходящая энергия. Очень красиво. Хочется просто слушать. Как хочется ничего не говорить. И красиво очень свет выставлен, красиво цвет выставлен. Волосы такие немножко какие-то даже здесь рыжеватый оттенок дают, да. Вообще все в гармонии. Как классно еще очень сглаженно переходит на головной голос с своего разговорного обычного грудного, да, который грудной, но он не звучит как-то так вот очень сильно грудно. Он замикстован больше ближе к голове, но на головной звук тоже слышны все равно эти переходы, такие мягкие. Очень красиво, да? Вот это льющийся сначала такой резонирующий головной голос. Микст, да, не совсем головной. И потом переходящий такой немного скрипящий штробасовый звук. А вот здесь стало больше воздуха, вы заметили? Такой вот он, немножко изменилась краска. Вот, больше теплоты как будто бы стало, да, то есть вот добавила больше воздуха и появилось больше тепла в звуке. Очень классно соединение с грудным сейчас звуком. Здесь она больше и добавляет как и воздуха, так и опору над грудной резонатор. То есть если начало было больше головное звучание, да, такое мягкое, легкое, то сейчас в развитии больше грудных обертонов. Вау, как это красиво! Вау! Да, это не супер высокие, конечно, ноты, но они настолько кристальные у нее, настолько чистые и какие-то вот свободные, что ли, да, вот прямо голос такой настолько свободный, настолько он льющийся, это идеально, идеальный голос. И переходит немного в такой скрипа. Вот. Можно я буду просто мурчать. Так вот. Потому что я не знаю, что говорить. Это все так идеально. Это все так красиво и очень красиво. Вот, я поняла. Я буду сейчас вам не говорить, а буду выражать эмоциями то, что я сейчас услышала. Такая, знаете, пантомимика. Ну, у Данелли, конечно, звук очень фирменный. Вот то, что мы называем фирменным звуком, да, то, что она очень точно поет на английском языке, очень точно, с правильным произношением, с правильным посылом, с правильным вообще в целом резонированием, да, замикстованностью голоса.
идеальный звук, идеальный. Да, здесь достаточно много подключения носового резонатора. Через носовой резонатор мы вообще в целом соединяем, да, соединяем головное звучание и грудное. И вот у Данелли такое, ну, немножечко такое все, как будто бы ленивое, но при этом оно не звучит лениво. То есть посыл такой слегка ленивый, который позволяет вот этот целостность, так скажем, звучания и всех обертонов, высоких, средних и низких, да, держать в балансе. Я даже не могу словить вот в этой песне конец начала фразы, да? То есть она настолько вся постоянно, столько текста, очень много текста, даже вот как вот Данелия в принципе выучила такое огромное количество текста, какое-то непрерывающееся, абсолютно постоянное звучание, очень сложно выделить какие-то фразы конкретные, да. Ну вот здесь нового ничего не скажу, все вот в этом же ключе. В общем, тут все настолько сглажено, все приемы. Они как-то, знаешь, как у Данелли в голосе, как пластилин. Как пластилин. Вот мы вот так вот его мнем и так, и сяк, и вот он у нее. То это больше грудное резонирование, да, то это больше головное. Где-то она чуть-чуть носового твенга добавляет, где-то она переходит на штрубас. И вот это настолько все вот какой-то даже, знаете, это как в долю секунды этого, долю секунды этого. Ну, то есть тут смесь прямо приемов. Причем приемы эти не как бы не отдельные, а они все по чуть-чуть высвечивают. Вот есть целостное звучание голоса такое, да, вот правильный звук, который вот какой он должен быть природный, естественный. И вот он настолько у нее сильно отработан, ну то есть настолько правильно звучит, что все приемы, они у нее как, знаете, как будто бриллиант вот разными оттенками отсвечивают. Вот так же и приемы вот в этом вот в целостном бриллианте находятся. Очень интересно. Классно, мне нравится вот это вот. Ну, я так даже не так, у нее как-то это сглажено очень красиво получается. В общем, переход с звучания голоса на штрубас в окончаниях. Вот, чистейший головной звук. Кристально. Вот здесь вот сейчас, ребята, идет головное звучание, да, то есть Данелия использует головной голос в этом кусочке песни. Снова микс. I can, то есть и голова, и грудь вместе. Вау. Бесконечное количество текста, конечно, в этой песне, и мелодия постоянно витиеватая, такая неповторная. Ну, в общем-то, то, что в стиле соул и чаще всего встречается. Это много текста, много витиеватости мелодии, много мелизмов, много приемчиков. И то, что так любят именно американцы слушать, да, вот это вот именно такое звучание. Здесь более такой наглый звук идет. Более жесткое звучание, то есть тоже как через носовой резонатор это делается. И вот в этом кусочке больше звучало именно груди, грудного голоса и носового резонатора, соединение носа с грудью. Да, здесь вот именно грудное звучание. У Данелли оно такое светлое, яркое за счет того, что голос у нее высокий, да, сам по себе.
этот низкий обертон, он не звучит прям супер низко, но тем не менее это слышно, что она высвечивает именно грудную краску голоса сейчас. I got a place to go. То есть что-то выходящее, немножечко приближающееся к белтингу, может быть, не белтинг, но тем не менее, да, само вот это вот как бы смыкание связок по грудному типу и такой более наполненный, сильный звук. Да, вот здесь вот именно пошло уже сейчас не головное звучание, а грудное, то, что мы называем приближенным, ну как, мы говорим белтинг, но я не могу сказать, что здесь прямо чистый белтинг, да, здесь просто вот еще чуть-чуть, еще больше подачи, и уже будет такое белтинговое звучание, грудное. А вот здесь прямо было очень слышно, да, каким образом она удерживает вот эту вот ноту. В целом, как она удерживает голос, и в конце слышала даже носовой призвук был, да, слышно было это. Но этот носовой призвук, он не был каким-то неправильным, но было слышно, каким образом она именно удерживает этот звук через носовой резонатор. А вот сейчас, ребята, я даже, честно говоря, думаю, что это было. Это был микс или белтинг? В общем-то, по посылу это был больше белтинг, но у Данелли очень сам по себе легкий голос. Очень легкий. Он у нее очень полетный, очень такой вот, ну как пронзительный, в хорошем смысле пронзительный, да. И по подаче это был белтинг, но по звучанию все-таки микс. В общем, даже сложно сказать. За счет того, что, наверное, это не супер высокие ноты для Данелли, да, если бы это было выше, было бы более понятно. Но в целом сама подача вот сейчас, вот этой фразы последней, да, которую мы услышали, была белтинговая. Очень красивые мелизмы, виртуозные, через головной звук. Тоже головной звук, но добавление туда немножечко воздуха и такой субтоновости. Тоже с воздухом переход. Красиво, красиво, безупречно. Ребят, ну вот, послушали мы достаточно популярное видео у Данелли, да, на ее YouTube-канале. Опять вот это мое состояние, когда мне так понравилось, что у меня даже нет возможности собрать слова, подобрать слова, чтобы описать эти эмоции. У Данелли все сглажено, все абсолютно. У нее резонаторы, баланс резонаторов, баланс дыхания настолько чистый, настолько сглаженный, настолько правильно сформированный. Я даже не знаю, каким образом она это в такие юные годы смогла сделать. Но я так думаю, что, возможно, музыкальная среда, возможно, мама преподавала ей вокал, да, либо не преподавала, но как-то учила правильно петь прямо с самого раннего детства, или, возможно, они слушали правильную музыку. Ну, в общем-то, даже я не знаю, каким образом так получается, что ребенок рождается вот уже с таким голосом, с такой идеальной техникой. Для меня это фантастика, я не понимаю, как это возможно. Вот. Потому что все говорят, что Данелли вроде как бы до шоу «Голос» особо не занималась. И я не понимаю. Для меня это просто космос. Просто космос. Как это возможно? Возможно, это неправда. Возможно, правда, но такое бывает. Бывают же феноменальные вещи, происходят в жизни, да? Поэтому тогда Данелли это просто феномен и ничего больше. Просто феномен. Так сказала, как будто феномен это феномен. Феномен. Еще один феномен и еще один, да? Ну, конечно же, нет. Безупречно, безусловно, американскому уху, западным зрителям
такое пение по душе, им всем понравится. Нам тоже понравится, людям, которые ценят именно фирменное звучание, фирменную музыку. Но вы сами понимаете, в России у нас слушают массы немножко другое. Ну, или не немножко. Вот, как бы это ни было печально, в общем-то, такая музыка, ну, не знаю. Конечно, у нас есть своя культура, да, но как-то ее нужно на современный лад преподносить по-другому, чтобы это было вроде бы и современно, и чтобы это было стильно, и чтобы это было самобытно в то же время, да. Не знаю, в общем, это очень сложная задача у современных исполнителей и композиторов. Вот так, ребята. Спасибо вам огромное за просмотр. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите их обязательно в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Поделитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях. Помогите моему каналу развиваться дальше. А также я жду ваши предложения по записи реакций, выбору видео для реакций моих. Отправляйте мне, пожалуйста, их в мой инстаграм. Можете ссылочки прям туда отправлять. Я просматриваю. И если меня ссылочка заинтересует, да, то я обязательно выберу ваши видео. А все мои контакты есть в закрепленном комментарии или в описании под этим видео. Поэтому загляните, посмотрите и отправьте мне свои предложения. Все, спасибо огромное за просмотр. Не прощаюсь. С вами преподаватель вокала Орлеана. Обязательно еще увидимся.